Друзья, всем большой привет! Продолжая диалог о советских десятках, я не мог обойти мимо объект 705А. Это советский Е100, таковым во всяком случае его многие считают. И машина, в принципе, довольно сильная при должной сноровке. Поэтому давайте сегодня о нем и поговорим. Присаживайтесь поудобнее, берите покушать и мы начинаем. Объект 705А это сверхтяжелый танк СССР, 10 уровень. Машина с задним расположением башни, как видим. Имеет очень даже неплохое орудие, хорошее бронирование и довольно слоупочный такой вот подвижный сетап. Видим, что орудие у нас 152 мм, базовое пробитие бронебойным снарядом 256, кумулем 317 и осколочно-фугасным 90. Альфа за выстрел 650 на основном и голдовом снаряде, 840 на фугасах. Разброс на 100 метров 0.44, сведение 2,8 секунд и ДПМ в районе 2155 очков. Что в принципе очень даже неплохо. Для ближнего боя, а этот танк только для ближнего боя, пушка годится. Видим, что у нас базовый запас очков прочности 2450. О бронировании поговорим более детально в Collision. Подвижность у нас двигатель 1500 лошадиных сил, 15 лошадей на тонну, максималка 40 вперед, 15 назад. Честно сказать, максималка 40 набирается довольно нехотя, машина медленная, тяжелая, и именно на этом танке он ощущается действительно как огромный тяжелый танк, на котором довольно сложно менять позицию, менять фланги. Я не играл в сетапе с турбиной, играл только через подбой, закалку в таком вот формате сверхтяжелый, когда ты едешь в одно направление, поэтому будем сегодня рассматривать именно такой сетап. Давайте поговорим о сборке. Для начала определимся с перками экипажа. Мы прокачиваем обязательно ремонт, потому что танк ближнего боя вас часто будут стараться гуслить, и это очень важно на этой машине. Прокачать ремонт, чтобы вы не стояли долго в катках. Боевое братство. Машина слепая, кстати, друзья. Можно качнуть радиоперехват. Или же орлиный глаз. Посмотрите, что больше в вашем экипаже прокачано. То есть это важно. По сборкам мы обязательно ставим сюда досылатель, для того, чтобы увеличить наш ДПМ. Можно поставить, в принципе, приводы сведения, для того, чтобы пушка сводилась быстрее, поскольку время сведения здесь довольно долгое, 2.39. Но, если хотите прям хороший, такой, как играл я, уверенный геймплей, я ставил себе стабилизатор и в первый слот ставил увеличенную закалку. В таком формате у нас получается 2700 очков прочности, хорошая такая более-менее компенсированная стабилизация, разброс 0.41, сходу можно будет стрелять, то есть круг прицела будет не слишком широким. Можно, конечно, и конечную точность увеличить, то есть поставив улучшенный прицел, но я все-таки считаю, что для ближнего боя конечная точность не так важна, поэтому можно поставить стабилизатор. На этом советском танке стаба будет точно не лишний. По расходникам, друзья, советую использовать не обычный ремкомплект, а большой, для того, чтобы быстрее ремонтироваться, а также использовать большую аптечку, для того, чтобы просто защитить экипаж. Обязательно на этом танке возим огнетушитель, либо же прокачиваем пожаротушение, потому что у танка реально, друзья, большие проблемы. Он горит, как видим, у нас трансмиссия, баки, все находится во лбу. Машина очень часто будет критоваться в двигатель, очень часто будет гореть, поэтому нужно с этим бороться. Обязательно возим огнетушитель, не забываем об этом. В принципе, со сборкой мы определились. Давайте посмотрим Collision, а дальше посмотрим бой. Поехали в Collision. Collision модель этого танка, друзья, выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД имеет очень неплохую приведенку 260-270 мм. То есть, чем выше к капоту поднимаемся, тем выше приведенка. НЛД 280 мм. И эта машина очень часто не пробивается в НЛД десятками. На базовых снарядах, соответственно. Если еще при этом доворачивать корпус, вы будете таким образом создавать дополнительное бронирование. Так что на этой машине, в принципе, иметь у себя на вооружении довороты имеет смысл. Борт у нас имеет противокумулятивный экран. В борт он ничем не пробивается. Иногда может залетать под гусеницу, но на дальней дистанции чаще всего гусеница будет съедать урон. Но имейте в виду, что у вас между гусеницей и бортом есть такой промежуток, в который может залетать. Башня в лоб ничем не пробивается абсолютно, то есть с лобовой проекцией машина очень хорошо защищена. Танкование бортом в принципе имеет смысл быть, но нужно аккуратно потренироваться, чтобы вас не пробрасывали в гусеницу. Потому что здесь есть та уязвимая зона, в которую иногда, я же говорю, может залетать. В остальном машина очень хорошо защищена, и вытанковывать на нем урон действительно можно. Поэтому с бронированием разобрались.
Поехали посмотрим бой. Бой, друзья, я выбрал на карте Redshift. Видим, что у игрока сетап по оборудованию весь боновый. Боновая турбина, боновый досылатель и боновый стабилизатор. Играть будет в основном, как мы видим, на кумулятивах. То есть у него их 19 штук. Играет с голдовыми, ну, раньше они были голдовыми расходниками. Это большая ремка, большая аптечка и доп-паёк. В бою будет нанесено большое количество урона. Рекордное на этом танке, то есть под 10 тысяч. Бой должен быть интересным, поэтому давайте с вами будем смотреть и рассуждать об этой машине, кому она нужна и как на ней играть. Видим, что у него шикарный 3D стиль за один из боевых пропусков. Кто взял, пишите, у кого он есть. Я, к сожалению, тогда в танке не играл, и у меня этого стиля нет, хотя выглядит он очень и очень достойно. Можем видеть, что с турбонагнетателем машина едет очень даже неплохо, свои 40 км в час. Стабилизатор позволит на этом танке настреливать более уверенно урон, поскольку советские танки не отличаются хорошей стабилизацией. Мне самому интересно, как он отыграл. Я, не изменяя себе, друзья, бой не смотрел. Поэтому мои впечатления будут максимально естественными. Я сегодня играю без камеры, потому что недавно проснулся, немного помят. Так что прошу понять и простить. Думаю, те ребята, которые встают и сразу садятся за компьютер, меня поймут. Дает отличный шот по ЕБРу. 684 урона вылетает. Поджимается в стандартную ТТ позицию на квадрат Е0. Видим, что в бою есть артиллерия. Арта — это очень неприятный соперник, как всегда, который может набросить стан и подпортить настроение. Ветка в целом 705А, довольно интересная. У меня сложилось с этой веткой довольно неоднозначное такое прошлое, да, не будем далеко ходить. Я когда играл на СМ, у меня абсолютно ничего не получалось реализовать на этом танке. И только выкачав 705 на 9 уровне, я уже начал потихоньку распробовал, так сказать, эту машину. То есть о чем я говорю? Я почувствовал броню только на 705 на 9. Когда вывел его в топ, почувствовал альфу, броню. Видим, что в борт ему выбивают сразу боеукладку. АМХ мерзкий. Подъехал и выбил БК. Очень некрасиво. Так вот, восьмерка ИСМ. Хорошая машина, на которой комфортно можно играть, но лично мне он не зашел. Но вот девятка уже... На девятке я действительно начал получать удовольствие, поскольку девятка дает уже полное ощущение того, какой будет танк на 10 уровне. Десятка просто во всем будет сильнее, крепче и мощнее, чем девятка. Видим, что он перешел на кумулятивные снаряды. Здесь очень много сверхтяжелых машин, то есть Е3, Яга, которая получила уже на фулочку от союзников, 268 вариант 5. Ну, то есть, конечно, можно стрелять и базовым снарядом, но в нашей игре большая часть урона наносится голдой. Многие из вас, скорее всего, не согласятся насчет того, что играть на голде, по моему сугубо мнению, можно и нужно, если игра требует. Но имеем то, что имеем. Видим, что машина от борта танкует очень даже неплохо. 2000 заблокированного урона у него уже есть, 3200 дамага он нанес. Так, сводится на француза, еще раз забрасывает. Видно, что вблизи, то есть практически в упор, можно уверенно расстреливать противников. Тем более у него сетап такой весь на настрел, на то, чтобы приезжать в позицию не последним. Поскольку турбонагнетатель, он очень неплохо, как я вижу, ускоряет эту машину. Я сам играл без турбины на нем, поэтому не могу судить, хороша ли турбина. Но судя по тому, что я вижу в этом бою, турбина действительно решает. Друзья, я вам напоминаю, если вы не подписаны на канал, не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться и написать любое свое мнение о этом бое или о предложение какое-то в комментарии. Я все комментарии читаю, отвечаю на них, поэтому буду вам благодарен за ваши лайки и подписки. Также, друзья, у канала в ближайшем времени появится возможность спонсорства. Если кто-то желает мне помочь в развитии канала, буду вам очень и очень признателен. Видим, что в этой позиции они сдержали направление. 4300 урона он нанес, 3190 заблокировал. Светится СТБ, можно попробовать аккуратно сдать назад, но видит, что контрит его объект 140, которому он выписал неплохой выстрел еще в начале этого боя. На данном этапе у нас союзная команда выигрывает по очкам прочности. Здесь ему
деваться некуда, придется пока постоять, поскольку машина не обладает каким-то сверхвысоким ДПМом, и ехать прям вперед в размены я бы не стал. 5000 урона есть, то есть это уже видим, что довольно настреленно получилось ему здесь отыграть. Центр полностью проигран в квадрате Е4, Е5, то есть там заняли средние танки и ПТшки противника, и скорее всего будут выдавливать союзные силы на квадрате С4, С5. Но давайте посмотрим. А подойдет ли эта ветка новичку? Думаю, это один из основных вопросов, которые вы можете задавать. Я думаю, да, машины бронированные, машины имеют большие калибры, приятно на них играть из-за того, что пушки альфовые, и стрелять от альфы всегда приятнее, чем просто там тыкать по 300, по 400 урона. Здесь у нас пушка наносит 650 разового урона, это очень даже немало, особенно для тяжелого танка. Не попал он в Е3. Поэтому, если вы новичок и думаете, какую советскую ветку качать, 705 имеет место быть в вашем ангаре. Это довольно хорошая машина, на которой можно играть прикольные бои. Не все бои будут хорошие, давайте будем честны друг с другом, но чаще всего машина будет отбивать. Попробовал он зарядить фугас, наверное, хотел выкатиться на Е3, но не удалось. Пробует выцеливать 268 вариант 5. Как видим, удается ему это сделать, поскольку 268 5 вариант, он имеет огромную такую шишку на башне с приборами наблюдения, со стереотрубами, в которую все абсолютно, кто хочет и не хочет, прокидывают. Нужно добирать Е3, хотя я бы, скорее всего, в данном эпизоде стрелял по 40.05, поскольку я такой любитель набить побольше дамажки, но он спас союзника этим выстрелом, поэтому отдельный лайк ему за это. Светится гриль, 2 фрага у нашего сегодняшнего героя уже есть. Проезжает вперед. Будет пробовать, скорее всего, работать по грилю. Там из 7 союзный остался. Шотный полностью в любую проекцию против 40.05. Ехать вперед, 40.05 может его сильно продамажить. Но другого выхода, скорее всего, нет. Ему нужно попробовать подняться и продамажить ПТшку. И полагаю, он, в принципе, это и пробует сделать. Счет у нас 7-6. Союзная команда на данном этапе выигрывает, но видим, что по очкам прочности они практически сравнялись, 800 хп разницы. Поэтому такие бои еще могут свободно перевернуться в другую сторону. Нужно всегда быть на стороже, смотреть на миникарту. Миникарта, друзья, это ваш друг. Я не в одном видосе об этом говорил. Чтобы вы учились смотреть на миникарту, она вам дает много информации, которая может пригодиться для победы. Светится леопард. У него заряженный ББшки, дает шикарный дальний выстрел по леопарду. Оставляет его шотным. Нужно попробовать дать по СТБ. Будет пробовать леопарда? Нет, все-таки СТБ. Так. Отличный дальний выстрел по СТБ. Видим, что ПБшки летают не прям самыми такими медленными скоростями, 900 метров в секунду. Это, конечно, не рекордный полет, но тоже неплохо. Где-то впереди еще светился гриль. Союзный леопард поехал вперед, возможно, сейчас даст досвет, поэтому давайте посмотрим. Так вот, пока у нас бой заходит в свою финальную такую стадию, как я полагаю, давайте обсудим, кому эта машина подойдет, как ветка в целом, то есть поговорим с моего сугубо мнения. Ветка хорошая, то есть начиная с 8 уровня, ИСМ достойная машина, также с задним расположением башни, также имеет бронирование, неплохое орудие, и в городских картах или в картах, где есть хорошее укрытие для тяжей, рельефные, где можно стоять без артиллерии, ИСМ будет хорошим танком, на котором можно настреливать урон. Да, он не самый интересный среди всех тяжей 8 уровня, но и плохим его назвать также нельзя. При переходе на 9 уровень у вас уже будет объект 705. Машина более такая бронированная, более крепкая, имеет также заднее расположение башни. Вся ветка, она заднебашенная. 705 уже будет тяжелым танком с очень хорошим бронированием, возможно, даже одним из лучших бронирований на 9 уровне. С не самым точным орудием, с не самой лучшей, конечно же, подвижностью, но если компенсировать это турбонагнетателем, то, я думаю, машина будет ездить гораздо увереннее. И добираясь к десятке, мы видим, что десятка, она такая прям вся мясистая, увесистая, имеет хороший альфа-страйк. И в целом играется как тяжелый танк.
По-другому на этой машине играть вы не сможете. Если вы хотите заиметь тяжелый танк советской школы танкостроения, это хороший вариант. Потому что на сегодня ИС-7 уже довольно устарел. Ветка ИСа-4, она будет поскучнее, особенно КВ-4 на 8 уровне, как по мне. То есть можно качать и ИС-7, и ИС-4, то есть это тоже адекватные десятки, особенно ИС-4. По нему есть видео, кто не смотрел, посмотрите. Но вот конкретно с ИС-7 ему чего-то не хватает на сегодня. Я сам поиграл вот буквально пару боев на ИС-7 и понял, что в современном рандоме он играется только на full голде. Чтобы вот реально на нем уверенно пробивать, это должна быть full голда. ИС-4 также играются на голде, но у ИСа-4 хотя бы чувствуется бронирование. Да, я соглашусь с тем, что ИС-7 способен отбивать, и назвать ИС-7 плохим танком я не могу. Это все-таки живая легенда, как и ИС-4, но тем не менее ИС-4 в ней играется интереснее. Если хотите быстрый, динамичный танк, тогда объект 277 и вся ветка Т-10 на 9 уровне. То есть это такая ветка более универсалов, танков нового поколения, которые также играются очень интересно и очень быстро. Поэтому, друзья, если выбираете ветку для прокачки, отталкивайтесь от того, какой вы хотите себе геймплей. Если вы хотите научиться играть в танки, я советую вам качать медленные танки. Почему медленные? Потому что медленный танк, он вам не позволит создать какую-то для себя патовую ситуацию. Вы просто не успеете приехать и слиться первым, потому что будете ехать очень медленно на позицию. Но перед тем, как учиться играть, смотрите, куда едут ваши тяжелые танки. Я вам вообще советую изучать сетапы. Открываете через кнопку Tab Setup, смотрите, какие тяжелые танки. Иконка тяжелого танка, я думаю, все разбираются, это с двумя полосочками ромбик. И следите, куда они едут. И едете за ними. Куда большинство, туда и вы. Это самая такая будет правильная тактика, где вы сможете спокойно себя реализовывать. Никогда не нужно торопиться в начале боя. Игра не любит торопык, как и любая другая игра. Играйте вдумчиво, и будет вам счастье. Это такой вот небольшой совет от меня. Я сам учился играть, у меня тоже были плохие бои, была плохая статистика, то есть я около 3 или 4 тысяч только осваивал игру. Изначально первые пару тысяч я ездил бездумно, просто куда глаза глядят. Это были далекие времена, тогда был совсем другой рандом. Сейчас разработчики сделали много полезных функций, которые вам помогают осознать, где кто находится, всякие подсказки на миникарте и так далее, то есть значки, отметки, вот эти, как куда кто едет. Ну, то есть в этом плане интерфейс стал на порядок дружественнее, чем раньше. Но самое главное, что вы должны освоить, это то, что играть нужно с головой, как говорит Нирью. Если вы будете играть с головой, вас большинство танков будут радовать, вы не будете сливаться первым в бою, а если вы не умерли первым, значит у вас еще есть время, чтобы нанести урон, быть эффективным. Поэтому держите это у себя в голове. Бой начался, подумали, куда можно ехать, посмотрели разъезд и поехали. Если союзники не едут в необходимую вам позицию, вы тоже не едете. Займите где-то удачную позицию, обороняйтесь, не сливайтесь первым, не нужно. Вам за это никто спасибо не скажет и никто не поможет. Танкует 2 выстрела от 50Б он. Союзники добирают 50Б. Видим, что в этом бою он нанес уже 9178 урона. 4740 заблокировал. Остаются всего 2 противника. Это 4005 и Бадшат. Друзья, я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос, какой танк вам нужен, как вам 705. Я на этой машине отыграл немалое количество боев, поэтому могу смело сказать, что машина адекватная, играть на нем можно. Танк приятный, если не торопиться, если ехать в позицию ТТ, а не черт пойми куда. Если играть с прикрытием, то будет вам счастье, как говорится. Добил он 4005. Добирает Бадшата, 6 фрагов, воин, 9500 урона, 4700 заблокировал и 2400 ассиста. Если бой понравился, палец вверх, подписка, комментарий. До новых встреч в эфире, друзья. Пока-пока.